Доброе утро, ребята. Я только проснулась вчера, вообще еле-еле выспалась, наконец-то. Сейчас у нас вообще 10 часов утра, вообще я вообще Соня. Ну что, начну я готовить свой завтрак. Начну, конечно же, с витаминки своей. А потом хочу сварить овсяную кашку на молоке. И добавлю сюда остатки черешни вчерашней, потому что осталось, не хочу, чтобы она пропала, в общем. И добавлю 6 штучек таких квадратиков короны с орехами. Это молочный шоколад, конечно, лучше брать черный с большим содержанием какао, но я черный не люблю вообще никак, поэтому если сладкое, то лучше утром, вот сейчас 9:30 утра, ешьте на здоровье свои любимые шоколадки, батончики, все, что хотите, до 12 дня. Я так, в принципе, поступаю. Конечно, не каждый день, но могу себе позволить. Так что в кашу добавлю такие вот квадратики, и все, в принципе. Ну что, мой завтрак готов. Рядом мой чаечек, Дима чаек, и он захотел сегодня творог поесть. Так что пойдем кушать. Так, решила сейчас быстренько сделать такой небольшой перекусик. Сделаю сейчас оладушки с морковки, натру ее на терке и добавлю яичкой. И у меня здесь немножко творога осталось. Я подумала, что если добавить его в эти оладушки, получится такие творожно-морковные оладьи. В общем, ладно, эксперимент, в общем. И добавлю, естественно, туда, наверное, манки, чтобы это все так скрепилось. Сейчас, в общем, почистим морковку, натру ее на терке. И, в общем, сейчас по ходу все покажу. У меня уже все готово. Здесь Димина порция, здесь моя будет. И вот мой изюмчик сейчас тоже сюда добавлю. Кстати говоря, обязательно не забывайте промывать изюм. Я его вообще завариваю кипятком, заливаю сюда кипяток. Он у меня стоит где-то 5 минут, и потом я его еще водой промываю, потому что что там можно найти, это вообще иногда поражаюсь просто. И вообще его нужно промывать. Так, в общем, здесь у меня еще чаек, мне и Диме. Ладно, в общем, сейчас кушаем и идем, наверное, гулять в город. Сейчас поехали прогуляться, да? Может, сейчас Дима созреет, и мы наконец-то ему купим телефон, потому что... Я не хочу, это дорого. Потому что он, я не знаю, я уговариваю его купить телефон. Где это такое видано? В общем, сейчас посмотрим какие-то цены по магазинам и так далее. Посмотрим, подержим в руках. Мы выбираем между айфоном, который у меня 5S, да, и вот этот вот Samsung, который новый вышел, S5. Короче, два близнеца таких якобы. Ну, в общем, будем выбирать между ними, там посмотрим. Ну что, мы все-таки купили Samsung S5. Выбирали, конечно, между iPhone 5s, но мне кажется, мы сделали правильный выбор, так как у Димы был до этого телефон тоже с большим экраном, и переходить на маленький экран, мне кажется, это тоже неправильно. Самое главное, что он доволен, в принципе, я тоже довольна покупочкой. Телефон очень, конечно, яркий, тут всякие фишечки, в общем, это он сам будет разбираться с ним. Телефон — это такое личное дело для каждого, пусть сам разбирается. В общем, ладно, сейчас уже пойду кушать, готовить, потому что мы где-то 3 часа ходили по магазинам. Не знаю, что сейчас приготовлю. В общем, сейчас что-то придумаем. Чуть попозже к нам должны родители приехать. Там тоже с телефоном нужно разбираться, что-то накачивать, потому что Димина мама особо в этом не разбирается, поэтому я и буду что-то там качать на телефон. Ладненько, все, побежала я. Уже пора готовить ужин, уже где-то 7:30, да, вечера. Хочу сделать сейчас рыбные котлетки.
из Хека. У меня тут фарш, я его уже не первый раз покупаю, очень нравится. Был такой, я видела, фарш лососевый, он такой красноватый, но, честно говоря, мне как-то по запаху и вообще по вкусу он не очень нравится. Из Хека мне больше нравится. В него я добавлю 2 яичка. Сейчас порежу лучок такой вот и 2 морковки. Сегодня что-то день морковки у меня. И это я сделаю их на пару в своей мультиварке. Если у вас нет мультиварки, просто банально этот фарш рыбный, который здесь сейчас я намешаю, вы можете обвалять его в муке или в манке, допустим, и обжаривать на сковороде, или просто можете тоже в мультиварке, в пароварке, как я его сделать. И под паром будет у меня еще делаться такой стаканчик с гречкой. В общем, будет гречка и котлетки рыбные. Так, натерла я морковочку и тоже сюда ее добавляю в наш фаршик. Сейчас еще это все перемешаю дело, посолю, поперчу, все делаем по вкусу, в принципе. Я обычно в фарш, мясной, рыбный, без разницы, я обычно добавляю только соль, в рыбный чуть-чуть поменьше, чем в мясной, и черный перец, или вот мне нравится карри, да, у меня там лежит. Ну, в этот я добавлю только черный перец, совсем немножко. В принципе, очень хорошие котлетки, я их уже не раз делаю. На пару мне очень нравятся, они такие очень нежненькие. Кстати говоря, вот я люблю поменьше резать лук, но тут он такой крупный у меня получается все время. У меня просто ножи просто супер-мега тупые. И не знаю, надо как-то отвести их к родителям, подучить. В общем, ладно. Что хотела вам рассказать. Предвещаю, в общем, ваши вопросы. Самый такой часто задаваемый, который возник у многих после первого моего дневника правильного питания, это я работаю вообще, чем я в смысле занимаюсь, потому что я постоянно готовлю, у меня постоянно много времени и так далее. Да, ребят, я работаю, но я работаю дома, то есть я занимаюсь дизайном сайтов. И это моя основная работа. Дима, он предприниматель частный. Но мы как-то работаем в основном дома, поэтому времени у нас достаточно. Но что я хочу вам сказать, даже если вы где-то работаете, у вас всегда есть время что-то приготовить наперед, допустим. Я вот планирую сделать видео по этому поводу и показать вам, как можно собрать, допустим, еду на один день в контейнеры, да, допустим, если вы работаете, у вас нет времени, вы хотите приготовить что-то полезное и это взять с собой на работу. И все возможно. Главное ваше желание немножечко потратить время, допустим, вечером это все взять и приготовить. И это будет не так дорого и очень полезно, чем вы съедите какой-то там сникерс там с кофе, выпьете там на работе сидя, да, постоянно. Так что все возможно. И не надо сваливать на то, что вот она дома сидит, у нее много времени, конечно, она сможет так питаться. Нет, вы тоже сможете так питаться, главное захотеть. Так что питаемся правильно. Ладно, все, я все намешала, сейчас это все дело посолю и буду лепить котлетки. Обязательно я смачиваю руки в воде и уже мокрыми руками начинаю лепить котлетки. Иначе у вас просто половина фарша окажется на руках, и это будет, в общем, какой-то хаос, опять же, про котлеты, да? И здесь я уже замочила гречку, налила немного воды. И вот такую вот в чашечку буду выкладывать свои котлетки. Блин, я идиот, честное слово. Я положила эту кашолку на раскаленную плиту. Ну, в общем, да, круто, да? Вообще, обалдеть. Ладно, все, буду лепить. И оставлю фарш остаток на завтра или на какой-то другой день, потому что они просто банально не помещаются сюда. Да и вообще хочется, чтобы они свеженькие были. Это 2 мне и 2 Тиме. Я думаю, достаточно будет вместе с гречкой. А эту я накрыла просто пленкой пищевой, чтобы у меня не завонялось там ничего в холодильнике. Оставлю в холодильник, а это у меня пойдет в мультиварочку. Ну что, у меня уже все готово. Получились очень нежные, прям тают во рту. Я уже кусочек успела откусить там котлетки. Немного гречки положила, где-то 3 столовые ложки, может быть, чуть-чуть больше.
Там ее нет почти. И немножко перчика порезала и лучок. Димы порция побольше. Еще сейчас делаю чай в чайничке, как я делала его недавно. Будем кушать и потом уже ложиться спать где-то через часик-полтора. Ну что, ребят, это все на сегодня. Надеюсь, вам понравился сегодняшний вложик пищевой. Я вам стараюсь еще снимать некоторые такие кусочки повседневные, что творится у меня в жизни. И я надеюсь, вам это тоже интересно. Если это так, пишите в комментариях, ставьте лайки. Увидимся с вами завтра. Завтра какой день? 5-й день, да? По-моему, если честно, я потерялась немножко во днях. Как-то так, немножко полегче мне снимать этот влог правильного питания, потому что первая неделя была такая тестированная, да, поэтому в этой неделе мне гораздо легче. Так что мы уже пошли кушать, а с вами мы встретимся завтра. Всем удачи, пока!